Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание чужим вещам и украшениям. И поговорим о том, почему же нельзя носить чужие вещи и украшения. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. Вы знаете, многие из нас сталкиваются с чужими вещами в повседневной жизни. Это могут быть украшения, которые нам достались от бабушки или от прабабки. Это одежда, которую мы с вами купили в секонд-хенде. Да, такая жизнь, и, к сожалению, все равно многие люди идут в секонд-хенд и хотят купить качественную вещь за минимальную цену. А также, например, найденная на пляже цепочка. Но, к сожалению, мало кто задумывается о том, что использование чужих вещей может быть очень опасно. Потому что именно чужие вещи, они несут несчастье. А все потому, что они просто напитаны энергетикой человека, которому они принадлежали. И, к сожалению, именно эта энергетика, она не всегда была положительная. Поэтому, принимая в дар или просто принося в дом чужую вещь, пожалуйста, будьте осторожны. Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких от негативной энергии найденных вещей? Во-первых, полученные или подаренные вещи лучше всего не оставлять себе. Это в том случае, если вы не хотите привнести в свою жизнь как проблемы, так и негатив. Потому что такие вещи могут быть прокляты, и на них могут быть сглазы, или они просто могли принадлежать плохим людям. Вы не знаете об этом. Это особенно касается еще и украшений с драгоценными камнями, потому что камень – это очень сильный энергетический магнит. Поэтому мы советуем не оставлять себе такие вот украшения с драгоценными камнями. Особую опасность несут такие камни, как агат, гранат, рубин, тигровый глаз, аквамарин. Менее опасны, но тоже опасны лунный камень, жемчуг и оникс. Кроме того, старайтесь всегда избегать украшений из золота, меди, циркония и платины. Лишь серебро является вполне безобидным металлом, потому что на чужом теле оно, как правило, теряет все свои свойства. Если вы нашли украшение из драгоценного металла, то ни в коем случае не оставляйте это в своем доме, а тем более не надевайте. Постарайтесь найти хозяина, как вариант сдайте это в ломбард. Но не несите эту энергетику, о которой вам ничего не известно, к себе домой. Потому что многие люди, к сожалению, нашли какую-то вещичку, ту же брошь, возможно, или еще что-либо, и думают о том, что сейчас мне станет интереснее, мне станет лучше, возможно, я смогу разбогатеть, сдав, например, в ломбард или перепродав эту вещь. Вы должны понимать, что вы не знаете, действительно ли это была вещичка, была случайно упала на землю и вы подняли. Или же это было сделано целенаправленно. Особенно никогда не поднимайте вещи, украшения на перекрестках, в тех местах, где ходят очень много людей, и те места, которые связаны каким-то образом с магией. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что именно вот эта вот, знаете, жадность, она иногда приводит к очень плохим последствиям. Обращаю ваше внимание, что украшения и камни очень сложно избавить от посторонней энергетики. Поэтому важно понимать, откуда у вас появилось то или иное украшение. Если его подарил вам очень близкий человек, которому вы всецело доверяете, то обязательно его нужно все-таки очистить. Помните о том, что белые, серые, черные камни можно очистить лунной энергией. Оставьте их на подоконнике, и пусть там они лежат в течение месяца. Желтые, красные, коричневые камни очищаются огнем.
Утром и вечером по 5 минут водите по ним огнем свечи. И сделать это нужно именно в течение 3 дней. Далее, голубые, зеленые, синие, бирюзовые можно очистить водой. Каждое утро в течение 7 дней нужно бросать камень в ледяную колодезную водичку. Утром бросаете, на следующее утро вынимаете, меняете водичку и снова бросаете. Очистить от чужой энергетики какую-либо вещь вам может и помочь огонь. Для этого вам нужно провести простую практику со свечой. Днем вам нужно зажечь свечу, поставить ее неподалеку от предмета, который хотите вы очистить, и сказать следующие слова: «Прогоню я все плохое, хорошее приму. Матушка природа, очисти живым огнем этот предмет для меня и для моей семьи, чтобы принадлежал он нам всецело. Да будет так». Что же касательно самой одежды, то с одеждой все немного проще. Чтобы избавиться от отрицательной энергетики, вещи необходимо постирать. И чтобы добиться максимального эффекта, в воду, в которую вы будете стирать вещь, вы можете опустить серебро и дать ночь настояться. После этого опустите вещь в водичку, чтобы она там немного полежала, а затем уже стираете, как вы это обычно делаете. Есть еще один способ, который поможет вам очистить одежду. Это соль. Помним, она отличный очиститель, так как она способна впитывать в себя все, в том числе и негативную энергетику. Поэтому насыпьте в воду соль и положите туда вещь. Пусть она там полежит. Затем также постирайте, как вы обычно стираете. Вы знаете, наши древние предки считали, что найденное серебряное кольцо приносит человеку богатство. Но его нельзя было оставлять себе, а нужно как можно скорее вернуть хозяину. Что же касательно золота, если найденное золото почернело, то оно вам не подходит. Как вариант, такое золото могло быть проклято, и от него нужно срочно избавиться. Также никогда не поднимайте с земли украшения из металла или камня, потому что по народным поверьям, когда вы поднимаете чужую вещь, вы, к сожалению, автоматически активируете чужие проблемы и несчастья на себя. Поэтому среди опасных находок это, как правило, ножницы, ножи, кольца и фотографии. Если кто-то из ваших знакомых оставил в вашем доме какую-то вещь, ее нужно непременно вернуть. Возможно, этот человек хочет разрушить ваше счастье и ваше благополучие. Обращайте внимание на то, что у вас в доме есть.